Начинаем выполнение нашей ленты с 9 воздушных петель. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы выполнили цепочку из 9 воздушных петелечек. Далее мы выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок в шестую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5 в шестую. И выполняю столбик с накидом. В эту же петелечку еще один столбик с накидом. Далее арочка из 2 воздушных. 1, 2. Накид на крючок. И в следующую воздушную первый столбик и второй. Выполнили. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид на крючок. И смотрите, я считаю 1, 2, 3, 4, 5. И теперь в шестую петлю ввожу крючок и выполняю первый столбик с накидом. Далее второй. Точно так же, как вот с этой стороны. 2 воздушные выполняем. 1, 2. И в последнюю петелечку еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Выполнили. Далее мы выполняем арочку из 3 воздушных. Очень внимательно. У нас будет с одной стороны арочки из 5 воздушных петель, с другой стороны из 3. Работу разворачиваем. Накид на крючок. Ввожу крючок под арку. Первый столбик с накидом. Далее второй. 2 воздушные. Первый столбик с накидом. Второй. Далее выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Под арку ввожу крючок, столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И под 2 воздушные первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные и первый столбик с накидом и второй. Вот такая у нас с вами, смотрите, это будет центральная лента. Наши 2 ряда будут повторяться. В каком плане будет арочка, да, из 5 воздушных и арочка, 2 арочки, точнее, из 3 воздушных. Мы так с вами будем чередовать наши ряды. Я покажу, сколько нам нужно будет провязать для того, чтобы начать выполнение нашего красивого мотива. Мы дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид, столбик с накидом, 1, 2, 2 воздушные и опять 2 столбика. 1, 2. Как мы с вами договорились, мы повторяем наши 1, 2, 3, 4, 5 арочки. Далее по 2 воздушные первый столбик и второй. Далее опять 2 воздушные. 1, 2. И первый столбик и второй.
И смотрите, здесь арочка у нас из 3 воздушных. Будем ориентироваться с вами по аркам из 3 воздушных. Далее мы работу разворачиваем и продолжаем. И у нас с вами должно получиться именно арочек из 3 воздушных. Должно получиться 3 арочки. То есть с этой стороны должно получиться 1, 2, 3 арки. Я покажу, что у нас должно получиться и как нам с вами дальше продолжить. Мы с вами связали нашу тесьму, очень простую. И смотрите, выполнили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Как и договаривались. Далее продолжим. Я буду выполнять большую арочку из 14 воздушных петель. Хочу вам показать. Вот. Мы будем выполнять. Вот видите. Вот эту арочку. Далее маленькую арочку. И начнем выполнение нашего красивого сегмента. Приступим к работе. Я выполнила столбик с накидом и далее очень внимательно выполняю 14 воздушных петель. Будем арочку выполнять из 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Выполнила 14 арочку, точнее из 14 воздушных петелечек. Очень внимательно пропускаем одну арочку и в следующую арочку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Выполнили. Далее я в эту же арочку выполняю еще один столбик без накида и вяжу арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок под следующую арку и выполняю столбик без накида. Смотрим, видите, вот наша большая арка и малая. Далее я выполняю 3 воздушные петли подъема, работу разворачиваю и под мою арочку из 5 воздушных петель вяжу 12 столбиков с одним накидом. Очень внимательно выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Напоминаю, мы выполнили 12 столбиков с одним накидом под нашу арочку. Далее я ввожу крючок под большую арочку, выполняю столбик без накида 1 и 2. Вот таким образом. Далее я выполняю арочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Работу разворачиваю, накид на крючок и смотрите, вот мои столбики с накидом. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. В вершинку 7-го ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее воздушная, накид на крючок и очень внимательно я буду выполнять пышные столбики. Смотрите, я пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю пышный столбик на 3 натяжки, завершенный в 2 приема. Первая натяжечка,
вторая, третья. Завершенный в 2 приема это мы провязываем, а потом 2 петли на крючке. Пышный столбик, завершенный в 2 приема из 3 натяжек. И далее будем выполнять такие столбики. Воздушная, пропускаем одну вершинку, в следующую точно такой же столбик. 1, 2, 3, провязали, провязали. Воздушная, накид. И теперь смотрите, здесь мы пропускаем вершинку, и я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема. И выполняю то же самое. 1, 2, 3, провязали, провязали. Останавливаемся и смотрим, что у нас получилось. Мы продолжаем нашу работу. Я выполняю воздушную и работу разворачиваю. Далее, смотрите, я вытягиваю петелечку на высоту моего пышного столбика. Накид на крючок, ввожу крючок в вершинку и выполняю пышный столбик на 3 натяжки. 1, 2, 3. Провязываю и провязываю, то есть завершаю точно так же 2 приема. Далее я выполняю тройное пико. Как я это делаю? 1, 2, 3 воздушные, ввожу крючок, вот видите, вершинку и петлю, выполняю соединительную. Далее пико из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же провязываю. И еще раз. 1, 2, 3. И сюда же провязываю. Вот такой пышный столбик с тройным пико готов. Далее я выполняю воздушную, накид, и над вершинкой моего пышного столбика выполняю точно такой же пышный столбик. 1, 2, 3, завершаю в 2 приема. Воздушная. 1, 2, 3 и завершаю в 2 приема. Воздушная. Далее столбик с накидом, вершинку столбика. Выполняю столбик с накидом. И далее под арочку очень внимательно. Я буду провязывать 13 столбиков с накидом. И в дальнейшем именно так и буду провязывать под арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Выполнили 13 столбиков под арочку. Далее под мою большую арку я выполняю 2 столбика без накида. И вот видим, у нас с вами вот такие красивые лепестки будут получаться. Я дальше продолжаю работу и буду выполнять точно так же, как вот я выполняла вот этот лепесток. То есть, смотрите, я выполняю арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее работу разворачиваю. В лепестке, вот конкретно в этом и дальше, я буду пропускать 7 вершинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И буду вводить крючок в 8-ю. Вот. Накид и провязываю столбик с накидом. Далее
воздушная. И мы выполняем все точно так же, как и здесь. Пропускаю вершинку. Раз, буду немножко быстрее вязать. 2, 3, раз, 2. Воздушная. Накид. Пропускаю вершинку. Раз, 2, 3. Провязали воздушная, пропускаю вершинку, и теперь видите, да, вершинку столбика. Раз, 2, 3 и завершили вот таким образом. И далее будем работу с вами разворачивать и выполнять вот этот ряд. И мы выполняем воздушную. Работу разворачиваем. Помним, да, я вытягиваю рабочую петлю на высоту моего пышного столбика, накид и провязываем. Раз, 2, 3, провязали и провязали. И теперь делаем тройное пико. То есть точно так же, как мы выполняли с вами ранее. Раз, 2, 3. За 2 нити соединительная. Раз, 2, 3, 4, 5. 2 нити соединительная. Раз, 2, 3. И соединительная. Все, мое тройное пико готово. И я могу продолжить работу воздушная. Пропускаю вершинку. Раз, 2, 3. Выполнили воздушная. Раз, 2, 3. Выполнили воздушная и столбик с накидом вершинку. Далее под арочку я выполняю 13 столбиков с накидом, то есть точно так же, как выполняла ранее. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Выполнили. И далее выполняю 2 столбика без накида, точно так же, как и здесь, под нашу арочку. И я остановлюсь, мы внимательно посмотрим, что у нас получилось. Далее вы будете выполнять самостоятельно. И теперь очень внимательно. Вот смотрите, мы выполнили с вами лепесточки. Я буду считать по вот этим тройным пико. Да, вот получается раз, два мы выполнили. И вы будете дальше точно таким же принципом выполнять все оставшиеся лепестки. И смотрите, всего их должно быть раз, два, 3, 4, 5. Вот видите? То есть опять же по пико считаем. Раз, два, 3, 4, 5. И вот смотрите, мы с вами 2 выполнили. Вам останется выполнить еще 3 самостоятельно. Вяжется точно так же, используя такой же принцип, как и вот в нашем последнем вот этом лепесточке. Все очень просто. И далее мы продолжим. Мы с вами завершаем выполнение нашего сегментика. Напоминаю, мы самостоятельно довязали наши лепестки и считаем по пико. Раз, два, 3, 4, 5 должно получиться. Видите,
красиво, нежно очень смотрится. И что мы далее делаем? После того, как мы выполнили 2 столбика без накида под нашу арочку большую, мы продолжаем выполнение нашей тесьмы. Накид на крючок, под арку ввожу крючок, выполняю первый столбик с накидом, далее второй, далее 2 воздушные, накид и под эту же арочку 2 столбика. Раз, два. Вяжем, как и ранее, все. 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные и опять же раз столбик, 2 и 2 воздушные и 2 столбика. Здесь ничего нового, все как мы выполняли с вами ранее. Я останавливаюсь, смотрим, что у нас получилось. Видите, вот такая красота. И я покажу, как продолжить выполнение нашей ленты и что мы с вами будем делать дальше. И давайте рассмотрим. Смотрите, мы с вами находимся на вот этом этапе. Видите, вот мы связали. Дальше нам нужно выполнить несколько рядов со свободными арочками. Арочки, напоминаю, с этой стороны у нас с вами из 3 воздушных петель, с этой стороны из 5 воздушных петель. Будем с вами ориентироваться по вот этим аркам. И я вот разверну, чтобы вам хорошо было видно. Смотрите, мы выполняем 1, 2, 3, 4, 5 свободных арок. И выполняем ряд для того, чтобы начать выполнение нашей вот этой арочки из 14 воздушных петель. Еще раз повторим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 свободных арочек из 3 воздушных петель. Видите, выполним мы самостоятельно, потому что просто вяжется вот такая тесьма. И далее продолжим вместе. Мы будем выполнять второй сегментик. Он выполняется точно так же. Я все покажу. Единственное, нам нужно посмотреть вот это присоединение одного сегмента к другому. И мы с вами продолжаем нашу работу. Смотрите, я показываю. Вот я выполнила ровно тесьму. Считаем по арочкам. Напоминаю, арки у нас с этой стороны из 3 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот мы сейчас с вами будем выполнять нашу арочку на 14 воздушных петель. То есть вот наша 1, 2, 3, 4, 5. И вот наша арочка будет через 1. Видите, да, пропущенную арочку. Через 1, точнее, пропущенную арочку. Далее закрепляемся. Закрепляемся. И вот здесь у нас с вами между нашими сегментами должно остаться 2 свободные арки. Очень внимательно, все очень просто, просто будьте внимательными. Приступаем к работе, выполняем нашу арочку на 14 воздушных петель. Выполняем 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 воздушных петелечек. Пропускаем одну арку. Мы с вами это все проговаривали. В следующую ввожу крючок, выполняю 1 столбик без накида, 2. Далее у меня арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в следующую арку, столбик без накида. И проверяю себя. У меня должно свободных остаться 2 арочки. 1, 2. Выполнила все верно. Далее я выполняю все точно так же, как выполняла в первом сегментике. То есть вот эту первую, ну скажем так, первый наш лепесточек, да. Что я делаю? 3 воздушные петли подъема, работу разворачиваю и под арку провязываю 12 столбиков с одним накидом.
Раз, два, три. Продолжите самостоятельно, и вы будете выполнять все точно так же, как в первом сегменте до этого момента. Я просто покажу, как присоединить один сегмент к другому. Все остальное вяжется абсолютно одинаково. Мы с вами продолжаем нашу работу. И после того, как выполнили вот пышные столбики, мы переходим к выполнению следующего ряда. Помним, в начале ряда мы с вами выполняем одну воздушную. И далее мы должны вытянуть петлю, да, на высоту нашего столбика. Но мы петлю не вытягиваем, а начинаем присоединение. Что мы делаем? Мы отсчитываем 7 вершинок. Все очень просто. То есть наши столбики с накидом считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее я выполняю пышный столбик. 1, 2, 3. И как и ранее завершаю 2 приема. 1, 2. Смотрим, видите, вот произошло присоединение. И далее я буду выполнять тройное пико. Все точно так же, как и ранее. Хочу заметить сразу, здесь вы можете выполнять тройное пико, можете не выполнять. 1, 2, 3, 4, 5. Все будет зависеть от вашего желания. Ну, я выполнила, мне так больше нравится. 1, 2, 3. Далее воздушная, накид. И продолжаем все точно так же, как и ранее. 1, 2, 3. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И смотрим. Вот наше соединение. И вот такая красота у нас получается. Далее вы выполняете все точно так же, как и ранее. Далее вы выполняете тесьму на необходимую вам длину. И еще 2 слова хочу сказать, что раппорт у нас в высоту с вами будет 12 рядов. Смотрите, вот мы завершили выполнение первого сегментика. И теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть вот заканчивается выполнение нашего сегментика. Напоминаю, раппорт в высоту нашей ленты 12 рядов. Выполняйте на необходимую длину, и вот такая красота у вас получится. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающую, нежную, красивейшую тесьму, обвязку. Вот такая красота у нас получилась. Моя авторская разработка. Разработала специально для вас. Можно украсить любое изделие. Можно, допустим, рукавчик украсить, низ изделия. Можно сделать целое полотно. То есть, если вы продолжите, вы сделаете полотно, допустим, скатерти, покрывала, туники, кардигана, всего, чего захотите, как говорится. И сразу хочу сказать, мы с вами выполняли вот такой мотив. Он очень гармонично будет смотреться с этой обвязочкой. Ссылка под видео. Можно украсить изделие таким мотивом. Можно связать мотивы и соединить нерегулярной сеточкой. Все зависит от вашего уровня мастерства, желания. Большое спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось.